Всем чао-чао, меня зовут Кичик Эдуард, моя тема ландшафтная архитектура и ландшафтный скетчинг. И вот сейчас как раз будет небольшое видео по тому, как можно рисовать вот эту вот историю с ландшафтным скетчингом. Мы нарисуем такую перголу с рядом кустов и небольших деревьев за ними. И, по сути, вот это вот процесс, который идет, с развития, с создания идеи, с создания композиции, с того, откуда начинается вся эта история. Во многих случаях она начинается не вот с этой идеи, которую я иллюстрирую здесь. А здесь я иллюстрирую такую идею, как создание композиции, исходя из композиции простых предметов, простейших. То, как комбинируются простые объемы, это позволяет нам создать, такую очень-очень простую и очень симпатичную идею композиции. Безусловно, в реальном режиме на это все накладывается еще ряд компонентов, типа функции, идеи, эстетики, бюджета, гения места, потребностей, возможностей, задач, логики, окружающего контекста и очень-очень-очень многих других элементов. Но вот в этом видосе, если вам интересно, вы можете посмотреть, как может создаваться простая ландшафтная композиция, исходя из комбинаторики небольших простых форм и объемов, и как они могут интерпретироваться. Вот для начала я, например, рисую вот такой вот простейший эскиз. Обычно я этого не делаю, а рисую сразу, но если вам интересно научиться, то стоит позаниматься сначала вот такими вот очень-очень простыми элементами, простыми упражнениями. Это как идея кубиков в рисовании, в объемном рисовании. Это вот идея таких простых форм в комбинировании простых объемов. Что могут представлять собой эти формы? Это могут быть разные элементы. Например, я думаю о том, что прямоугольные элементы — это могут быть элементы перголы. Внизу такая линия — это может быть элемент скамейки, на которой я сейчас посажу какого-нибудь персонажа, чтобы он там сидел и радостно создавал впечатление самоштабности всей этой истории. И, соответственно, так круглые формы — это идея, может быть, каких-то кустов. Мне на самом деле сейчас пока не важно, что это будет за куст. Скорее важен объем какой-то, который он занимает в моей композиции. Если с объемом формы и общей композиции я все решу достаточно удачно, то потом я буду думать, какой породный состав может подходить под это и как он будет работать в различные времена года и насколько все это, в общем, симпатично, адекватно и перспективно. Сейчас первое то, что я делаю, это создаю композиционное решение. И вот это композиционное решение, оно построено на идее того, что там может стоять садовая скульптура. Потому что я это очень люблю, и это очень интересная тема. Она очень эстетская и соответствует идее такого классического сада, который я прям очень уважаю. Если вы смотрите мои видосы, то, наверное, знаете, что я очень много э, уважения отдаю идее классических форм, классической архитектуры, классических решений, потому что в них очень-очень много умного. И вот, ориентируясь на тот маленький эскиз, который я там нарисовал в уголке, сейчас я немножко прорабатываю его. То есть это, такие две стадии ландшафтного скетчинга, ландшафтного рисунка. Вы рисуете сначала небольшую идею, которую можно нарисовать там буквально за меньше, чем за минуту. А потом, если вам нужно, если она адекватная, если она интересная, можете немножко проработать ее с детализацией. И вот у меня появляется одна длинная такая скамейка, которая объединяет две части моей композиции. И основные формы, которые работают в этой композиции. И вот человечек сидит рядом для самоштабности, чтобы было все понятно. Какие примерно пропорции, какие примерно размеры. Фигура человечка, она очень много нам дает. Она нам дает возможность понимать, насколько мы адекватны в форме, в размере, в масштабе. И вот у меня есть начало моей идеи перголы. И горизонтальные и вертикальные линии я подчеркиваю, соответственно, горизонтальными и вертикальными штрихами для того, чтобы просто и быстро получить направление формы. Не прорабатываю какие-то детальки,
а просто иду со штрихом по форме. То же самое с абрисами моих кустиков. Я рисую большей частью только их абрис, не делая детализацию, а делая только впечатление того объема, который занимает этот куст. И также прихожу с аквабраш и радостно размываю всю эту историю с тушью, с чернилами. Получаю впечатление объема и такой насыщенности пространства. Чем дальше я, чем дальше я делаю шаг, тем более понятным становится моя идея, моя концепция. Таким образом, я просто разрабатываю вот эту вот историю, которую нарисовал вверху, в верхнем правом углу. Вот уже что-то внятное у меня начинает получаться, и я одновременно и рисую вот эту вот композицию, и одновременно стараюсь ее придумать. То есть, ну, пока я трачу время на вот эти вот финтифлюшки, завитушки, мой мозг думает о том, как я пойду дальше, что я буду делать дальше, и у меня пока нету идей. И поэтому я делаю такие акцентики, все эти истории. Это очень удобно, потому что ты, ну, одновременно и прорабатываешь эскиз, и думаешь над его продолжением. В общем, все достаточно естественно и в итоге эффектно. Вот так я делаю впечатление тени под моей скамейкой. И с правой стороны от пьедестала статуи, от статуи тоже. И от той тени, которая падать должна с верхней части перголы. Ну, в общем, это все такая очень большая, очень, ну, простая на самом деле история. Вы просто думаете, откуда падает мой свет? Он падает, например, сверху слева. Справа, да. Значит, снизу слева, большей частью преимущественно, по большому счету, должна скапливаться тень. И вот вы вот эти вот, ну, интенсивные пятна тени просто ложите вот туда, в нижнюю левую часть большинства предметов. И все получается плюс-минус симпатично. Немножко скажу про инструмент, которым я работаю. Это параллель пен, пилотовский, японский. И в него налиты чернила. Сейчас я скажу, я все время забываю, как они называются. Ну что это за трудность? Чернила супер классные, но, блин, название почему-то все время вылетает у меня из головы. Сейчас я, если их найду. Они называются Popel Pen. Ну, они ореховые и такие супер натуральные. И мне дико нравится, какой оттенок сепия они дают. Очень интересный. Вот. И аквабраш — это водная кисть, в которую, ну, просто кисточка такая, в которой налита вода уже. И эта вода чистая. Вот вы видите, в ней нет цвета. Я просто приношу эту воду на лист, и эта вода, она размывает те чернила, которые я рисую с помощью параллелепена. И вот так происходит вот эта вот магия получения такого изображения. Ну, в итоге все это, мне кажется, очень круто смотрится в большом скетчбуке. Если у вас есть, ну, такой большой проектный скетчбук, как у меня, то вся эта история смотрится в нем очень-очень-очень хорошо. Очень. Вот я более подробно начинаю прорабатывать детали, немного подчеркиваю объем деревьев, тем, что я приношу, например, пятно на ту часть дерева, которая ближе ко мне. И вот вы видите, что часть дерева, она освещена солнечным светом, а часть, она находится в тени. И наиболее интенсивная тень, она как раз не внизу, а на переломе формы. На таком, это называется терминатор. Там, где происходит перелом света и тени, вот эта вот линия, она называется терминатор. И на этой линии как раз происходит интенсивное скопление теневой области. Но интенсивное, потому что оно граничит с интенсивным светом. И получается вот такой вот очень-очень сильный и хороший контраст. Результатом практики такого типа скетчинга может, ну, как у меня получается? У меня получается такая довольно
приятная свобода в формулировании форм. Так как моя тема ландшафтная архитектура, и это то, чем я постоянно занимаюсь, мне приходится делать огромнейшее количество, ну, эскизов. А эскизы, они такие, вот идея возникла, так щелк, короче, и нужно ее тут же срочно куда-то зафиксировать, иначе она уйдет. И это происходит, ну, не только в контексте там работы над проектом, а потому что мозг старается обрабатывать огромное количество информации, даже когда, ну, ты читаешь книги, там смотришь альбомы, приезжаешь на какие-то места, видишь очень крутые решения, и они у тебя баунс и масштабируются на то, что ты или делал раньше, или будешь делать позже, или обдумаешь данный момент, и тебе это нужно зафиксировать. И скетчбук для этого идеальный совершенно средство. То есть это не момент такой, не только момент процесса работы над проектом, а момент сбора моей информации, моих идей, моего понимания мира и визуализация того, как я вижу вот этот весь процесс проектирования. Это очень круто и удобно. Ну, поэтому я всегда стараюсь носить, таскать с собой свой огромный скетчбук. Он формата А3, и прям это уже давно часть моего стиля. И вот я решил немножко пониже сделать вид сверху, чтобы вся эта ситуация была более понятной, то, как я это все понимаю. Пергола вот такой вот характерной формы с вырезом полукруглым. То, что напоминает нам про идею амфитеатра, ну, напоминает чуть-чуть. Просто вот такие намеки. Намеки небольшие, очень легкие. И вот эта пергольная структура с насаждениями, которые стоят позади. Вот я немножко подчеркиваю все деревянные элементы, которые создают мою вот эту вот пергулевую структуру. Прорабатываю и в то же время думаю о том, можно ли что-то принести сюда. То есть я могу посмотреть на нее в виде спереди, и у меня есть вот эта вот композиция, я могу посмотреть на нее в виде сверху. И тоже отработать и дополнить и варьировать вот эту вот композицию. Но могу посмотреть еще сбоку. Но в этот раз я этого не делал, потому что мне кажется, это, ну, в данном случае излишне, потому что композиция супер-супер простая, и в ней все ясно, понятно и доступно. Ничего сложного нет. Тут же деревянные элементы тоже снабжаю такими вот засечками, которые идут по форме моих деревянных элементов. И немножко даю детализации для тех кустов, которые находятся сзади перголы. Таким вот образом провожу штрихом по ней. И стараюсь сделать это максимально точно и легко. А потом прихожу туда сводной кистью и радостно создаю теневые области. Вот такая очень простая и нехитрая схема, которую я постоянно использую и которую вы можете тоже использовать в работе. Это, мне кажется, очень практично для ландшафтного архитектора. И вообще ландшафтный дизайн, ландшафтная архитектура и вот такой вот скетчбук — это очень классно и стильно. Поэтому, пожалуйста, используйте эту схему. Я думаю, что это будет очень хорошо. Во многом то, как я вижу процесс проектирования и все связанные с ним вот эти вот элементы, это все результат того, чему я научился на практике в Италии. Я достаточно много там практикую. И вся эта история проектная и визуализационная, и интеллектуальная, моменты осмысления и все детали этого процесса у меня во многом взяты из такого немного итальянского подхода ко всей этой истории. И к проектированию, и к подаче, визуализации, осмыслению, к очень многим моментам. И мне хочется, чтобы, ну, каким-то образом поделиться всей этой темой. И поэтому, если вам интересно, если вы разделяете мое видение всего этого процесса, то, пожалуйста, тоже используйте вот эти мои наработки, которыми я стараюсь делиться. Да. Ну и если они вам заходят, то пишите об этом в комментарии. Мне будет приятно, что типа все не впустую происходит. Ну, в общем, я продолжу это все немножко
практически уже выглядит закончено, и, мне кажется, довольно симпатично. И я приношу туда такие тоже некоторые дополнительные моменты, немножко детализации. И, наверное, все. Да, наверное, все. Вот чтобы был какой-то, ну, какая-то основа, на которой можно опереться, если вы думаете про такой вид подачи, ну и размышления, то есть смысл посмотреть на итальянскую школу архитектурной графики, рисунка и вообще итальянскую школу живописи. Как они делали наброски, не финальные изображения, а на стадии эскизирования они представляли условные концепции там своих работ, будь то хоть архитектура, хоть живопись, да, все что угодно, все, что связано с таким визуальным жанром. И вот если смотреть на это, то мои попытки движения в сторону проектной графики — это как раз и есть попытки догнать вот эту вот большую, очень интересную и сильную итальянскую школу. В общем, вот можно посмотреть в деталях. Все это выглядит очень вкусно, прям очень вкусно и очень круто. И я надеюсь, что вам понравилось, и вы, если вы хотите, возьмете это в свою практику. Мне хочется, чтобы моя родина тоже умела так. Меня зовут Кичиген Эдуард. Всем чао-чао. Было приятно поскетчить. Пока.